Подбежало мое тесто, я его уже подминала не раз. И еще решила в капустную начинку добавила еще фарш, вот стекает маслица. Вы знаете, я хочу на днях сделать узбекские лепешки. Я говорила уже, что меня узбечка учила, когда я жила в Ванино. А этот жирок я собираю и вот поверх эти лепешечки смазываю, потом покажу. От плова, вот от чего-то такого жирного, но тогда получается вкусно. Тесто подошло, тесто сделала обычное. Мне кажется, все дело в комбайне. Мне кажется, даже если воду просто дрожжи, вода, как пахнет. Дрожжи, вода и мука, и взбить на комбайне, а потом, когда оно подойдет, ой, красота. Все, я начинаю делать сначала пироги капуста-фарш, такие типа колдунов, да, как называют их. Тут у меня варится свекла, хочу салатик сделать сегодня. Много свеклы, надо ее, что-то мы про нее забыли. Сегодня достали с подпола. И кто чем занимается. Анюта учит английский. Кощей над златом чахнет. Костя, все смеются. Костя решает задачу. Типа того же. Типа того Кощея. Бессмертная. Да, кто что, в общем. Кто чем занимается. Мама встречает всех на кухне. А чем может заниматься хозяйка, у которой 11 детей и нас двое? Сейчас я ложку возьму. Так, включаю я нашу сковороду волшебную. Ой, хочу еще одну такую сковороду. Просто еще некоторые дети мне ее почистили ёршичком. Я не говорю вслух кто, но это парни. Парень. Потому что другие парни уже это не сделают. Представляете, что было с мамой, когда я это увидела. Это так, лирическое отступление. Настроение у мамы сегодня лирическое. Сейчас ходила, там дождичек моросит. Ходила немножечко, цветочки. Такие пирожочки я последнее время делаю плоско-длинненькие. С капусткой. Тесто такое, им так приятно работать. Оно такое шикарное. Снежана с Максимом уехали. Дедушка их увез в музыкальную школу. Сегодня у них последний день перед экзаменом, а завтра у них экзамен. И все, больше музыкалки не будет? Музыкалки-то не будет. Тут сегодня Снежана ко мне утром подходит и говорит: мам, что-то тренер Елена Владимировна сказала, что что-то в спортивных костюмах приходить. В общем, она же уже в старшей группе. В общем, Елена Владимировна хочет в июне каждый день собирать детей. Ну, тут у нас есть местный пляж возле спорткомплекса. Заниматься с ними. Они будут бегать, отжиматься, все это делать. Но суть не в том, что Снежана будет заниматься. Это так здорово. Просто Елена Владимировна меня обрадовала, что она хочет каждый день это делать. Я не могу. Лето. А Снежанка настолько что-то... У нее были моменты такие, какие-то переходные, когда она, ну, чуть-чуть... Вот особенно, когда они все дети пошли на тренировку, а потом где-то поотсели. То того отсели, то того попросили больше не приводить, то того. И она осталась одна. И я видела ей прям, ну как, даже она чуть-чуть капризничала, как бы так, чуть-чуть. Сборы на тренировку, когда были. Вот когда придет уже на тренировку, с тренировки приходит, ей уже все нравится. А пока на тренировку одна идет, привыкла со всей семьей везде ходить. А сейчас нет. Сейчас так радуется, что тренировка прям хочет. Так что
Ну, будем возить, что делать. Правда, 23 июня Снежана уезжает в лагерь. Ну, это вот в начале июня она хочет поделать. В общем, как погода будет позволять, она хочет ими заниматься. Ну, это неплохо, пусть. Пусть. Музыкальной школы не будет. Пусть тренирует. Типа пришкольного лагеря, да, только на тренировке. Я буду в школьный лагерь ходить. Не будешь. Когда я была Да, ты хотела... Василиса единственная у нас изъявила желание ходить в школьный лагерь, в пришкольный. Но когда я была у Снежаны и Анюты на собрании, учительница тоже там делала к многодетным семьям обращения. Они всегда, каждый год, кстати, нас трогают, а потом они... Делала обращение, что многодетные семьи и малоимущие семьи будут ходить на пришкольный лагерь. А мне она сказала, а вы нет, вы все от опеки делаете. И когда я смотрю, твоя учительница Оксана Алексеевна в группе выставила всего 2 мальчиков, собирает их документы, а твоей фамилии там нет. Да, дочь, я не это не от меня зависит. Не будешь, моя хорошая, ходить. Ну, я тоже посмотрела. Я все-таки напишу, спрошу у нее, скажу, что ты хочешь. А что уж она там скажет? Я напишу, сейчас вот пирожки доделаю, напишу ей, что вы же говорили, она записывалась, наша фамилия вначале была. А потом раз. Что-то, мам, твой телефон звонит. Звонит телефон? Да. Ольга Васильевна звонит. Медик. Ольга Васильевна. Здравствуйте. Отлично. Это в городе или тут в Стане? Угу. В 14:30, да? Всех. А можно я сейчас Валеру отправлю, я кушать готовлю, чтобы он пришел, взял. И вот эту вот медкомиссия для учащегося еще. Да, он сейчас будет проходить. Он тогда постучит, они вдвоем придут. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Валера, идите с кем-нибудь вдвоем в поликлинику. Валера, мы медкомиссию проходим, завтра вас записали к врачу. А какому? К какому врачу? Не скажу. Да. Гинекологу все 4. Это, сынок, надо сходить к Ольге Васильевне в поликлинику. Забрать тебе... Ну, они приехали. Забрать тебе направление на медкомиссию для учащегося, чтобы поступать, и талончики. Я сейчас ей сказала, что ты придешь. Постучи, скажи, меня мама отправила за талончиками. Папа, здравствуйте. Да, я на лейке даю. Один съездишь, да? Да. Хорошо, сейчас папу попрошу ксерокопию сделать. Папа не пришел? А где? Он там. Нет, он пошел куда-то туда. Мне он нужен. Максим, скажи ему, что надо ксерокопию документа сделать. Давай. Ты нам не мешаешь вообще. Бери, конечно, А подходи. всех 4 это Что кого? прячешься от камеры? Снежана, Анюта, Василиса и ты. Мгм. Да, все девы. У меня 4 дочек. А? А это что такое? Ну, потом поговорим. Сейчас мы камеру записываем. Ладно, дочь? Хорошо? Потом поговорим. Про анализы поговорим через 5 минут. Сейчас, папа, я дождусь. Мне надо ксерокопию ей кое-что отдать. Максим пошел за папой? Да. Мама сказала, что ничего не задавали. А как тебе могли ничего не задавать, если у тебя завтра экзамен? А в дневнике записано. Так экзамен. Вот эти Надо 2 песни. готовиться к К экзамену. экзамену надо 2 песни вот эти отрабатывать, которые ты будешь на экзамене. Ну-ка, какие они получились? Вот такие красивые, Шикарно. хорошие, да. Не так Как охота. пирожки, дочь? Не так охота один съесть.
капустка с мясом и яйцо с луком. Снежана прилетела с тренировки, я тут немножко отключилась, пирожки жарю. Она откуда бы не пришла. Чё кушаем? Суп ей гречневый поставила разогревать, вчерашний. Никто его не достает, никто не хочет есть. Все таскают выпечку, все что угодно, только не суп. Так что, а доча пришла, уже с чашкой стоит. Уже стоит, ей халатик накинула и уже стоит с чашкой. Молодец. Никита ходил к дедушке читать. К дедушке тоже все ходят читать. Никита ходил, почитал. Сейчас Кости посмотрели, что задали ему целый список литературное чтение. Девочкам тоже. Так что сейчас будем... Ну, читать, да. Мы же это... Это у них все. Нет, книжки. Считают Ну, вот летом. такие у нас получаются пирожки. Ой, так хочется один. Сейчас, кусок. ага. Ничего не едят. Суп стоит, не едят, ждут пирожки. А медсестра пришла. Ну, это, пробу снимать уже. Медсестра, еще одна медсестра пришла. Здравствуйте. Медсестра пришла. Медбрат. В детском Дочь, садике всегда пробу снимают. Сейчас, первые. подождите, ставьте чайник. Сейчас вот первое снимите. Ну пусть они пропекутся хорошо. Сейчас, доча, тебе супчик, тебе, моя хорошая. Сейчас греется, тепленький станет сейчас, хорошо? 33. Считает стоит, когда ей суп я налью. Считает. Так, сейчас я посмотрю, может он уже тепленький стал. Сейчас, доча. Он с улицы занесенный. Вкусный, но чуть-чуть еще. Мои голодающие приехали. Вот так я выклала начинку, капусту, выклала ситочкой, она вот сюда сливается. Для лепешек, вот когда лепешки горячие, смазывать. Можно просто маслом, а мне вот нравится, когда, ну представьте, здесь и фарш, и капустка, и все-все-все. То есть там и лучком пахнет, и всем пахнет. То есть я использую такой жирочек. Все. Пирожочки выкладываем. Раз. Два. Да. Что, еще супа? С ума сойти. Голодная приехала. Ну вот, хоть едок супа приехал. А то все отказываются от супа. Я его только занесла, и то из-за них. Громко объявила всем детям, кто хочет есть, давайте суп греть. 0 эмоций. Кругами только выпечка идет. Ладно. Медсестра, медбрат приехал. Кормить надо. Снимать пробу. Типа за производством. Пробуем подарок отеле. Кладем яйцо, положили. Давай, дочь. Дави, дави, что страшно. О, все, ушло. Второе. Второе. Все собрались, целое тут это. Во. Третье. И резать не надо, доча. Опс. Элечка, спасибо тебе большое, моя хорошая. Вот. Спасибо, дети, крикнем. Спасибо! Спасибо. Из Москвы! Недружные. Да смотрят все. Ну-ка, открой там, покажи, как там. Давай посмотрим. Во! Во как получилось.
не Так, надо ну-ка резать. попробуй мельче вставь. Нет, для пирожка нормально, сам то. Для пирожочков сам то. Мы сейчас для пирожков делаем. Давайте. Сегодня у нас куча мала на кухне. Куча и мала. Василиса режет лучок. Почистила яйца. Теперь режет лучок. Для следующей партии теста мне этого, наверное, не хватит. Из этого теста я только с капустой сделаю. То есть начинки много. А второе тесто сейчас быстренько поставлю и сделаю яйцо с луком. Сегодня опять будет такой пирожковый день. Суп никто кушать не хочет. У нас вообще плохо естся на следующий день еда. И я стала практиковать оставлять. Ну ничего, Снежана с Максимом вкусно. Суп очень вкусный. Мы вас поймали на камеру. Все, сейчас быстро чай сядут пить. Быстро-быстро делаем. Что такое нажарить пирожков для 13 человек? 5 минут и все сделано. Мы сейчас, у нас целое было, вы видели, сколько я за... А, не видели, я не пока. У нас целое было, я даже не знаю, сколько муки, все делала на глаз. Но жидкости было литр. Хозяйки, которые постоянно ставят тесто, знают, что примерно на литр, ну, килограмма 1,5 муки уходит. Кило 400, кило 300, 1,5, там все зависит, да. Хозяйки знают, даже 1,5 точно, даже порой на 200, на 500 грамм, на 250 грамм, порой 800 грамм. Поэтому вот это тесто мы сейчас расходуем на капусту с фаршем и вот заделаем как раз лук с яйцом. 5 минут, доченька, ну 5 минут это ты прям, все тебе вот прям сказала 5 минут, значит исполни, да? Нет. 5 минут это так. Это я говорю, что быстро очень. Вот так я слила масло. Этим маслом я буду мазать лепешки, которые буду делать, потом покажу. Ну вот столько у меня получилось пирогов с капусты. Сейчас я их доделаю и сразу заделаю тесто. Оно за 5 минут подойдет. И сразу наделаю, сейчас чуть-чуть отдохну, жарко сильно. Наделаю пироги, лук с яйцом. Уже на вечер. Как получится. Сейчас эти дожарим. Так что пеките тоже пироги. Заряжайтесь хорошим настроением. Кто-то писал мне, что Свет, я тебя посмотрю и тоже пошла готовить. У меня тоже так же. Я бывает, представляете, что со мной происходит, когда я перед сном лазю в телефоне? И мне прям уже сейчас охота идти и готовить. До скорой встречи, друзья.